Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья. Снова с вами я, Ольга Буганова. Сегодня я покажу алгоритм процедуры шоколадное обертывание. Все мы знаем, что обертывание очень любят клиенты, особенно очень любят все шоколадное, потому что оно вкусно пахнет, потому что оно способствует выработке эндорфинов. И, конечно же, масло какао благотворно влияет на кожу. Оно очень хорошо питает, увлажняет кожу. И также сегодня я воспользуюсь определенной маркой. Сейчас я попозже про нее расскажу. Маркой, в которой шоколадное обертывание, на которой будет выполняться шоколадное обертывание. И также еще шоколадные обертывания могут выполняться как на самом деле натуральные такие. Я уже говорила, была косметика, с которой мне пришлось работать. Бренд назывался, малазийский бренд, он назывался, в общем, как-то он назывался, сейчас я не помню. И там была эко-косметика, действительно, там были сушеные фрукты, какие-то, даже какие-то крупы были, их можно было есть, но эта косметика была представлена как эко-косметика, вспомнила, она называлась Тономера. И также можно сделать шоколадное обертывание, похожее на этот бренд. Просто взять пачку какао, разбавить это в воде, обычное какао, золотой ярлык в зеленой упаковке, добавить туда различные масла. Можно нанести предварительно какой-нибудь антицеллюлитный крем, если вы хотите, чтобы обертывание имело антицеллюлитный эффект. Но сегодня я буду выполнять обертывание на недорогом бренде, доступно, мне кажется, каждому. Этот бренд Велиния. В работе я его когда-то использовала, сейчас я его уже не использую. Почему? Потому что сейчас этот бренд можно везде купить, и он такой распространенный. И как мастеру мне не очень интересно, но я думаю, что моим клиентам тоже не интересно будет использование, наверное, непрофессионального бренда, который ушел в масс-маркет и который можно везде приобрести. Поэтому я стараюсь выбирать те бренды, которые клиентам недоступны, которые доступны только массажистам и косметологам. Поэтому сегодня я выполню обертывание на этом бренде. Раньше я пользовалась этой шоколадной крем-маской. И здесь написано, что она предназначена для процедуры обертывания, что здесь содержится кофеин и экстракт ламинария. И фукус — это хорошо, это водоросли, значит, будет в составе каррагинан, он будет увлажнять кожу и способствовать расщеплению жировых клеток, повышению тонуса и улучшению общего состояния кожи. Можно написать действительно там разные моменты, разные тексты. Я сама составляла каталоги, знаю, как это делается. Наверное, нужно обратить сначала внимание на состав, что здесь вода, тот же какао-порошок, который я предлагала использовать в обертывании в шоколадном, взяв просто золотой ярлык, тот же какао-порошок. И различные здесь стабилизаторы идут: масло какао, масло авокадо, ламинария фукус, зародыши пшеницы масло, что не есть хорошо для косметики высокого уровня, потому что оно часто может вызывать аллергию. Ну и все, больше здесь ничего нет. То есть, по сути, какао-порошок, экстракты водорослей, масло какао и масло зародышей пшеницы. Поэтому косметика эта недорогая, но ей можно пользоваться, да, действительно. Запах очень приятный, вызывает приятные ощущения, масло будет увлажнять. Ну, вот такого она цвета. Что я делаю? Естественно, обертывание будет в термоодеяле. Кто не переносит термоодеяло, можно просто накрыть пленкой и завернуть в теплое полотенце, нагретые на обогревателе. Они у меня в основном всегда нагреваются. Сейчас пока я их не положила. Что мы делаем? Обертывание мы перекладываем в определенную емкость. Это ускорит процедуру нанесения обертывания. Достаточно плотная такая структура этого обертывания. Ее можно разбавить водой, чтобы она легче наносилась. Ну или просто увеличить время нанесения этого состава. Здесь я уже могу контактировать, естественно, руками, чтобы постоянно в банку не касаться, опять же, состава руками, которые находятся в банке. Как я наношу обертывание? Чтобы не тревожить клиента,
я всегда его наношу со спины. Не прошу клиента развернуться, перевернуться, потому что это лишние такие хлопоты, которые клиента начинают напрягать. Даже, особенно если клиент объемный, даже если клиент стройный, все равно я сразу укладываю клиента на спину и прошу, грудь придерживая здесь салфетку, сесть. Нужно будет просто присесть. Сегодня у нас модель Ольга. Она подписчица, да, на наш канал. Вот, увидела объявление, что нам нужны модели. И согласилась прийти сегодня поучаствовать. Можно это обертывание разогреть, потому что я вот чувствую, что она достаточно прохладная будет, поэтому я разогреваю его в руках, наношу сначала на спину. Наношу на спину. Можно даже просто добавить теплой воды. Сейчас я это сделаю. Сейчас я сделаю. Теплой водички добавим, чтобы было комфортней. Можно его разогреть было на водяной бане, чтобы было более комфортно. Сейчас водички добавлю немножечко. Вот такой запах там от раковины. На самом деле его можно небольшое количество вот распределить удобно по всему телу. Главное потом, как его смывать. Это не очень удобно. Душевая будет вся грязная, поэтому, конечно, шоколадное обертывание – это такая вещь, от которой нужно потом будет долго отмываться. Что я делаю? Я потом снимаю все влажными теплыми салфетками, и остатки клиент уже смывает в душе. Теперь ложимся. Все, на спину я нанесла обертывание. Теперь осталось нанести мне на переднюю поверхность тела, на ягодицы. Как нанести на ягодицы? Прошу клиента немножечко развернуться в сторону. Чуть-чуть, все, достаточно. Вот я нанесла обертывание на ягодицу. Все достаточно просто. Все ровно. Угу. Ножку сгибаем. Ножку сгибаем. Наношу на голень. Переднюю на заднюю поверхность. Вот оно так достаточно вкусно пахнет. Чувствуете, да, Оль? Ну, маслянистое, по нему даже можно делать массаж. Это не какао-порошок, который я предлагала использовать. Он, конечно, не будет иметь такой текстуры маслянистой. Можно добавить кокосовое масло туда, в какао-порошок, и будет то же самое. Ножку ровно. Старайтесь не напрягаться, акцент на выдох. Когда вы чувствуете, что клиент начинает напрягаться, он как-то сгруппировался, пытайтесь вместе с ним подышать, приговаривая, сделайте вдох, а теперь выдох. Вот когда акцент идет на выдох, сразу у нас мышцы расслабляются, идет нейроседативный эффект, поэтому акцент стараемся делать на выдох. С другой стороны то же самое. Сейчас я на животик сначала нанесу. Так как я стою с этой стороны, я не буду переходить на эту сторону, бегать туда-сюда. Я нанесу обертывание на те части, на которые мне сейчас в данный момент удобно наносить. Меньше перемещений, меньше движений. Это тоже очень важно. И также мы на грудь наносим. Но сейчас мы не будем показывать это. Тоже на грудь, на всю грудь. Не выгибайтесь. Вот так, расслабьтесь. Вот. Потому что на спину мы уже нанесли. Руку вдоль тела. Ручку вдоль тела. Также наношу на руку. Чуть приподнимаю. С внутренней стороны. Там мне не хватает. Даже действительно на простой косметике, на недорогой. Таких брендов, как Велине, Аравия. Можно работать, если вы еще начинающий массажист и если определенный контингент клиентов. И вообще косметика может быть разная, дорогая и не очень.
в зависимости от того, какой клиент к вам придет. Но обязательно нужно проговаривать и говорить клиенту, что есть, да, такой бренд, есть такая косметика. Ножку сгибаем. И уже клиент может сам выбрать, говорить плюсы и минусы того или иного бренда. Это, конечно, обертывание пробовать нельзя. Вот если бы мы сделали просто из какао-порошка, добавили туда кокосовое масло, вот его бы можно было и съесть. А здесь есть в составе стабилизаторы, консерванты, которые не дают портиться этому обертыванию. Ножку ровно. Еще раз повторю, что меньше перемещений. Я уже перешла на другую сторону. И как вы помните, друзья, во время обертывания можно предложить клиенту сделать массаж шейно-воротниковой зоны в положении клиента лежа на спине, предложить массаж головы, массаж лица. Эти все услуги дополнительно можно предлагать платно или сделать как бонус клиенту. На ту руку еще не нанесла до конца, на пальчики не нанесла. И на ягодицу здесь не нанесла, чуть-чуть в сторону. Вот такое небольшое количество обертываний хватило на все тело, ровно. Угу. Ну и там можно нанести до конца. Что потом я делаю? У меня должна быть подготовлена салфетка, которой нету. Сейчас я ее возьму быстренько. Сейчас я вернусь. Обычно она у меня здесь лежит. Вытираю руки, чтобы не идти, не мыть клиента, потому что клиент лежит, и он уже начинает подмерзать. Конечно, даже если я использую термоодеяло, все равно передняя поверхность тела, она уже немножко мерзнет. Вытираю быстро руки и закрываю клиента в пленку. Естественно, понимаете, что на грудь я тоже наношу обертывание. Закрываю клиента в пленку, закрываю термоодеялом или полотенцами. И потом уже иду мыть руки. Просто не очень корректно идти мыть руки, оставить клиента в таком состоянии и потом уже вернуться и его закрыть. И у меня здесь есть полотенце, которое я могу накрыть. Куда бы мне ее бросить? И предложить уже массаж лица, чтобы клиент не тратил время свое драгоценное зря, чтобы получил еще больше удовольствия. Ну а массажу лица вы можете научиться по моим видеоурокам, которые вы можете приобрести на сайте курса массажа Ольги Бугановой. Оставляйте заявки, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!